Урок 1. Общие увлечения. Доброе утро, Анна. Мне было интересно, есть ли у вас хобби или интересы, которыми вы действительно увлечены? Это отличный вопрос, Джон. На самом деле я очень увлечен несколькими вещами. Во-первых, я очень люблю рисовать. Для меня это прекрасная творческая отдушина. Вау, это потрясающе. Я всегда восхищался людьми с таким художественным талантом, как живопись. Создавать красивые произведения искусства должно быть очень приятно. Это действительно так. В том, чтобы погрузиться в картину, есть что-то успокаивающее и приятное. А как же ты? Есть ли у тебя хобби, которыми ты увлекаешься? Определенно. Я большой поклонник пеших прогулок. Нет ничего более приятного, чем прогулки на природе и прогулки на свежем воздухе. Это замечательно, Джон. Пеший туризм — прекрасный способ познакомиться с окружающим миром природы. Я понимаю, почему вы так увлечены этим. Абсолютно. В окружении красоты природы есть что-то такое умиротворяющее и омолаживающее. Вы когда-нибудь пробовали ходить в походы? Знаете, я этого не сделала, но всегда хотела. Кажется, это такой прекрасный способ провести время. Может быть, вы могли бы как-нибудь взять меня в поход и показать мне веревки? Мне бы очень понравилось, Анна. Я буду более чем рад познакомить вас с радостями пеших прогулок. Мы могли бы спланировать приятное небольшое однодневное путешествие по тропам. Звучит потрясающе. Я уже жду этого с нетерпением. А может быть, потом мы пообедаем, и вы расскажете мне больше о своей любви к природе. Похоже на план. Обязательно возьму с собой все самое необходимое: прочную обувь, воду, полезные закуски и все остальное. Знаешь, тебя нельзя выводить на улицу неподготовленными. Ты очень внимателен, Джон. Я очень благодарна за то, что вы нашли время поделиться со мной своей страстью. Это будет очень веселое приключение. Абсолютно. Я рада поделиться одним из моих любимых увлечений с кем-то, кто также увлечен этим увлечением. Это будет отличный день. Не могу дождаться. Хорошо, давайте начнем планировать детали. Я готов. Когда бы ты ни был, Джон. Возглавьте наш походный поход. Вы поняли, Анна. Я просто знаю, что для тебя это станет началом нового прекрасного хобби. Я так рада, что мы можем поделиться этим вместе. Я тоже, Джон. Это будет замечательно. Хорошо, давайте начнем планирование. Я готов к первому походу с опытным гидом. Замечательно. Хорошо, давайте сделаем это. Это будет незабываемый опыт, я это знаю. Урок 2. Стильное оформление аксессуаров. Привет, Анна. Я давно хотела спросить тебя о чем-то. Что ты думаешь о роли аксессуаров в моде? Я так рада, что ты поднял этот вопрос, Джон. Я очень увлечена аксессуарами и тем, как они могут вывести одежду на новый уровень. Я подумала, что вы отлично об этом поймете. Кажется, что аксессуары всегда являются завершающим штрихом, который действительно сближает образ. Абсолютно. Правильно подобранные аксессуары могут полностью превратить простой наряд в нечто более стильное и индивидуальное. Определенно. Меня всегда удивляет,
как несколько хорошо подобранных аксессуаров могут иметь такое значение. Как будто в них есть волшебная сила. Именно так. Такие вещи, как шарфы, украшения, сумки и даже подходящая пара обуви, могут полностью украсить ансамбль. Не могу не согласиться с этим. И я думаю, что многие недооценивают, насколько эффектными могут быть аксессуары. Они не просто отодвинуты на второй план. Я знаю. Аксессуары — очень важная часть любого наряда. Они позволяют по-настоящему выразить свой личный стиль и талант. Абсолютно. Удивительно, как такая простая вещь, как эффектное ожерелье или смелая пара сережек, может полностью изменить атмосферу. Полностью. И что самое приятное, аксессуары часто более доступны, чем покупка совершенно новой одежды. Это простой способ обновить свой образ. Отличное замечание. Аксессуары обеспечивают максимальную универсальность и при этом не влекут за собой больших затрат. Вы действительно можете максимально расширить свой гардероб. Именно так. Вы можете взять базовую вещь, например, белую футболку или джинсы, и полностью преобразить ее подходящими аксессуарами. Мне нравится эта идея. Все дело в том, чтобы использовать эти маленькие последние штрихи, чтобы придать вещам свой неповторимый облик. Определенно. Аксессуары словно вишенка на вершине. Они действительно подчеркивают ваш индивидуальный стиль. Хорошо сказано, Анна. После этой беседы мне показалось, что я совершенно по-новому оценила силу аксессуаров. Я так рада, Джон. Аксессуары — моя страсть, и мне нравится делиться этим энтузиазмом с другими. Мода — это самовыражение. Абсолютно. И вы определенно вдохновили меня более тщательно подходить к выбору аксессуаров. Так одеваться будет намного веселее. Я очень рад это слышать, Джон. Аксессуары — это настоящий вид искусства, и мне не терпится увидеть, как вы привнесете в него свой собственный взгляд. Что ж, вы эксперт, поэтому я обязательно приду к вам за советом. Это будет приключение, это точно. Не могу дождаться. Хорошо, давайте начнем планировать несколько потрясающих нарядов с большим количеством аксессуаров. Это будет потрясающе, Джон. Готов поспорить. Ладно, дайте мне свои лучшие советы по аксессуарам, у меня все уши. Урок 3. Празднование командных успехов. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о том, о чем я думала на работе. Как вы относитесь к тому, чтобы больше ценить командные достижения? Знаешь, это отличная идея, Джон. Думаю, признание и празднование успехов команды могут быть очень мотивированы. Определенно. Мне кажется, что иногда мы настолько погружаемся в повседневную рутину, что забываем сделать шаг назад и оценить победы. Абсолютно. Легко просто перейти к следующей задаче, не осознавая, какой тяжелый труд вложил в предыдущие достижения. Именно так. И я думаю, что празднование этих побед, независимо от того, насколько они велики или малы, действительно поможет поднять боевой дух и зарядить команду энергией. Не могу не согласиться с этим. Это очень важная часть создания позитивной рабочей среды для совместной работы. Именно так. Когда команда видит, что ее усилия оцениваются по достоинству, это может вдохновить их продолжать работать и делать все возможное.
Определенно. Небольшое признание может во многом способствовать вовлечению и мотивации людей. Это заставляет их чувствовать, что их ценят. Абсолютно. И я думаю, что это был бы отличный способ собрать всю команду. Понимаете? Привлеките всех к празднованию. Это отличная идея, Джон. Мероприятия по сплочению коллектива, посвященные празднованию успехов, могут быть очень интересными и действительно укрепить эти связи. Определенно. Возможно, мы могли бы даже проявить творческий подход, придумать несколько уникальных способов распознать команду. Мне это нравится. Мы могли бы устроить что-то вроде церемонии награждения или специальной командной прогулки. Порадуйте людей этим. Именно так. Такие мелочи могут иметь большое значение. Это говорит о том, что вы прикладываете все усилия и стараетесь отдать должное их работе. Абсолютно. Чем индивидуальнее и вдумчивее, тем лучше. Это делает праздник намного более значимым. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, давайте начнем мозговой штурм некоторых идей. Мне не терпится приступить к работе и повысить боевой дух команды. Я тоже, Джон. Это будет отлично. Я уже чувствую, как энергия и энтузиазм растут. Давайте сделаем это. Замечательно. Хорошо, давайте дадим волю творчеству. У меня такое чувство, что это будет отличная инициатива. Я с тобой, Джон. Это действительно изменит правила игры. Мне не терпится увидеть, как команда отреагирует на это. Абсолютно. Хорошо, давайте начнем. Это станет началом чего-то действительно особенного. Я это знаю. Урок 4. Заряжающие энергией завтраки. Привет, Анна. Могу я у тебя кое-что спросить? Вы заметили разницу в уровне энергии в зависимости от того, что вы едите на завтрак? Отличный вопрос, Джон. Знаете, в последнее время я на самом деле много об этом думаю. Я считаю, что когда я завтракаю более обильно и сытно, я чувствую себя гораздо более энергичным в течение дня. Ах, я рада, что вы тоже это заметили. Именно по этой причине я стараюсь внимательнее подходить к выбору завтрака. Абсолютно. Это такая большая разница, не так ли? Похоже, что обильный завтрак с цельным зерном, белком и полезными жирами придает мне дополнительный заряд бодрости. Определенно. Я обнаружил, что если я просто съем что-нибудь маленькое, например, кусок тоста или батончика мюсли, то к середине утра я затащу. Но более сытная трапеза действительно помогает мне справиться. Именно так. В том, чтобы начать день с более сытного и богатого питательными веществами завтрака, есть что-то, что поможет вам добиться успеха. Это как топливо для тела и разума. Не могу не согласиться с этим. Есть ли у вас варианты завтрака, которые, по вашему мнению, особенно заряжают энергией? А, Отличный вопрос. Мне очень нравятся такие блюда, как овсяная каша с орехами и ягодами или омлет с овощами. Они, как правило, помогают мне оставаться в тонусе. Они звучат очень вкусно и очень приятно. Я стараюсь добавлять больше белка в свои завтраки, например, яйца или греческий йогурт. Это отличная идея, Джон. Белок играет ключевую роль в поддержании энергии и концентрации внимания. Бьюсь об заклад, в те дни, когда вы едите его, вы почувствуете реальную разницу по сравнению с чем-нибудь более легким. Абсолютно. Удивительно.
как всего несколько простых изменений в завтраке могут помочь мне чувствовать себя намного бодрее и продуктивнее в течение дня. Определенно. Удивительно, какое влияние может оказать наша утренняя трапеза. Я рада, что мы едины во мнении о важности сытного завтрака. Я тоже. Хорошо, мне обязательно стоит попробовать некоторые из ваших любимых вариантов завтрака. Пора все изменить и посмотреть, смогу ли я еще больше зарядиться энергией. Думаю, ты действительно заметишь разницу, Джон. Дайте мне знать, что вы думаете, когда попробуете некоторые из этих завтраков. Сгодится. Хорошо, мне не терпится применить это на практике. Спасибо за отличные советы, Анна. Впереди еще 2 бодрящих утра. Абсолютно. Я рада, что смогла поделиться тем, что сработало для меня. Приветствуем вас за то, что вы правильно проводите наши дни. Это будет здорово. Готов поспорить. Хорошо, я планирую свой следующий насыщенный завтрак. Скоро с тобой поговорю, Анна. Урок 5. Пересечение прерии, заполненной зубрами. Вау, Анна, вы никогда не поверите тому, о чем я только что прочитал в этой старой книге по истории, которую я нашла. Вы когда-нибудь слышали о больших стадах бизонов, которые раньше бродили по прериям? Нет, не могу сказать, что да, Джон. Хотя это звучит совершенно увлекательно. Расскажите подробнее об этих огромных стадах бизонов. Что ж, очевидно, в свое время в прериях обитали эти огромные мигрирующие стада бизонов, иногда исчислявшиеся миллионами. Миллионы. Это просто невероятно. Я даже представить себе не могу, каково было видеть стадо такого размера, бродящее по открытым равнинам. Знаю, верно. В книге говорится, что это действительно было зрелище. Но оно также представляло собой серьезную проблему для первых первопроходцев и путешественников. А, как так? Думаю, бродить по окрестностям миллионы огромных бизонов было непросто. Именно так. В книге говорится, что иногда пересекать прерии было невероятно сложно, потому что эти огромные стада преграждали путь. Ух ты, могу только представить. Наверное, это было похоже на попытку проехать через море мохнатых дровяных зверей. Это было бы ужасно. Абсолютно. Первопроходцам придется терпеливо ждать, пока стадо исчезнет, или найти творческие способы обойти их. Представьте, что вы пытаетесь помочь повозке пройти через это место. Боже, похоже, это тяжелое испытание. Уверен, что для того, чтобы перемещаться по этим заросшим зубрами прериям, потребовалось много терпения и находчивости. Вы все правильно поняли. Согласно книге, стада были настолько огромны, что иногда на их изготовление уходили часы или даже дни. Невероятно! Удивительно, как в то время ландшафт и дикая природа так сильно различались. Наверное, это были дикие времена. Не шучу. Меня очень восхищает этот взгляд в прошлое. Это заставляет меня ценить то, как сильно изменился мир. Определенно. Приятно осознавать, насколько сильно изменились окружающая среда и экосистема на протяжении веков. Этих огромных стад бизонов уже давно нет. Да, это просто замечательно. Мне почти грустно, что я так и не увидел этих величественных существ, свободно бродящих по открытым равнинам. Я знаю, что вы имеете в виду. Наверное, это было потрясающее зрелище. Хотя, думаю, мы должны быть благодарны за то,
что сейчас в прериях судоходнее. Ха-ха, это очень верно. В любой день я не буду ловить оленей или кайтов, а не бродить по реке бизонов. Но все равно интересно об этом узнавать. Абсолютно. Это была очень интересная беседа, Джон. Спасибо, что поделились со мной этим небольшим отрывком истории. Это действительно позволяет взглянуть на вещи в перспективе. Мне очень приятно, Анна. Я просто рада, что смогла познакомить вас с могучими стадами бизонов прошлого. Изучение мира природы – одно из моих любимых занятий. Что ж, вы, безусловно, вызвали мое любопытство. Я посмотрю, смогу ли я найти ту книгу, о которой вы упомянули. Это тот исторический момент, о котором мне нравится узнавать. Отлично. Я рада, что заинтересовала вас. Дайте мне знать, если вы найдете другие интересные факты об этих стадах бизонов. Хотелось бы услышать больше. Справлюсь, Джон. Хорошо, я собираюсь провести небольшое исследование. Это была очень информативная беседа. Мне не терпится глубже погрузиться в историю прерий. Звучит неплохо, Анна. Приятного вам исследования. Уверен, вы узнаете множество удивительных подробностей об этих невероятных стадах бизонов. Урок 6. Семейный шопинг. Привет, Анна. Я слышала, что в эти выходные ты собираешься отправиться за покупками для большой семьи. Нужна помощь в организации всего. Да ведь так мило с твоей стороны это предложение, Джон. Мне бы очень хотелось получить помощь. Когда за покупками стоит целая команда, нужно многое координировать. Могу только представить. Попытка найти идеальные подарки для всех должна быть непростой задачей. Но я с радостью помогу, чем смогу. Ты лучший, Джон. Уверен, что с вашей помощью мы сможем сделать эту поездку по магазинам действительно увлекательной и успешной. Все будут в восторге от новых вкусностей. Что ж, я очень рад принять участие. Как вы думаете, с чего нам начать? Я представляю себе полноценную семейную прогулку по магазинам. Все готовы. Я тоже. Хорошо, давайте посмотрим. Я подумала, что сначала мы зайдем в торговый центр, заглянем в несколько магазинов одежды. Дети растут так быстро, что им нужны новые шкафы. Отличный звонок. Разве их нельзя пускать в паводки? Верно. Как только у нас будет все необходимое, мы можем перейти к интересным вещам. Определенно. Я надеялся найти новые классные игрушки и игры, которые понравятся всей семье. Порадуйте всех семейными игровыми вечерами. Обожаю. Обязательно заглянем в разделы с игрушками и играми, запасемся новыми развлечениями. Знаешь, нужно развлечь этих детишек. Абсолютно. И, возможно, мы даже найдем несколько маленьких сюрпризов или безделушек, чтобы сделать его особенным. Дети будут на седьмом небе от счастья. В этом я нисколько не сомневаюсь. Хорошо, давайте начнем составлять план на игру. В эти выходные нам еще многое предстоит сделать. Вы все правильно поняли. Хорошо, давайте посмотрим. Сначала магазины одежды, затем игрушки и игры. А по пути мы приготовим еще несколько сюрпризов. Для меня это идеальный маршрут для семейного шопинга. Я просто в восторге от одной мысли о сокровищах, которые нам предстоит найти. Я тоже. Это будет очень весело. Я очень благодарна за то, что ты рядом, Джон. Это значительно упростит весь процесс.
Рада помочь, Анна. Я могу сделать все возможное, чтобы ваш семейный день шопинга прошел успешно. Давайте подарим им незабываемые впечатления от розничной торговли. Абсолютно. Хорошо, давайте сделаем это. Мне не терпится увидеть их лица, когда мы соберем с собой все наши вкусности. Это будет потрясающе. Готов поспорить. Хорошо, Анна, беги в путь. Я всегда рядом с вами и готов вступить в эту феерию шопинга в лоб. Замечательно. Хорошо, давайте отправим это шоу в путь. У меня такое чувство, что это будет книга для книг. Пора ходить по магазинам, пока мы не упадем. Вы это знаете. Хорошо, давайте сделаем это, Анна. Это будет семейное путешествие по магазинам, которое они никогда не забудут. Урок 7. Радости благотворительного шопинга. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Что вы думаете о покупках в благотворительных магазинах? Я так рада, что ты поднял этот вопрос, Джон. Мне очень нравится делать покупки в благотворительных магазинах. Думаю, это такая скрытая жемчужина. Я тоже. В сокровищах, которые вы можете там найти, есть что-то действительно особенное. И это отличный способ поддержать доброе дело. Определенно. Выбор всегда такой уникальный и интересный. А цены просто непревзойденные по сравнению с обычными магазинами. Полностью. Мне кажется, я могу найти такие единственные в своем роде вещи, которые действительно отражают мой личный стиль. Каждый раз это похоже на охоту за сокровищами. Именно так. Мне нравится получать удовольствие от охоты и получать удовольствие от того, что я могу купить что-то действительно особенное. Абсолютно. А самое приятное то, что вы знаете, что деньги идут на достойное дело. Мне так приятно поддерживать сообщество. Не могу не согласиться с этим. Благотворительные магазины — это беспроигрышный вариант. Вы можете найти невероятные вещи и в то же время оказать положительное влияние. Определенно. Я считаю, что больше людей должны использовать их в своих интересах, понимаете? Преимущества очевидны. Я согласен. Думаю, у многих до сих пор сложилось ошибочное мнение, что благотворительные магазины просто завалены мусором. Но это далеко от истины. Именно так. Качество и разнообразие товаров могут быть такими же, если не лучше, чем в обычных розничных магазинах. Нужно просто быть непредвзятым. Абсолютно. И воздействие на окружающую среду также намного лучше. Это гораздо более экологичный способ делать покупки. Определенно огромное преимущество. Мне нравится, что вы можете найти уникальные, полюбившиеся вещи вместо того, чтобы постоянно покупать что-то новое. Я тоже. Это просто более осознанный и экологичный способ делать покупки. Хотелось бы, чтобы больше людей попробовали его. Согласен, нам обязательно нужно распространять информацию. Благотворительные магазины заслуживают гораздо большего признания за все хорошие, что они делают. Совершенно верно. Я поставлю перед собой задачу привлечь больше людей к радостям благотворительных покупок. Это меняет правила игры. В восторге, Анна. Я не сомневаюсь, что благодаря вашему энтузиазму вы сможете обратить в свою веру множество людей. Я уже с нетерпением жду нашего следующего путешествия по поиску сокровищ. Ура! Я так рада, что ты на борту, Джон. Будет очень весело. Хорошо,
Давайте начнем обдумывать способы распространения любви к благотворительным магазинам. Вы поняли. У меня все уши. Это начало чего-то большого. Я это просто чувствую. Возрождение благотворительных магазинов не за горами. Ха-ха, мне нравится твоя энергия, Джон. Хорошо, давайте сделаем это. Пора показать всему миру, какие удивительные находки ждут вас в местном благотворительном магазине. Абсолютно. Вперед, Анна. Я всегда рядом с вами, готова открыть для себя скрытые сокровища и поддержать удивительное дело. Замечательно. Хорошо, давайте начнем это благотворительное движение за покупками. Это будет грандиозно, Джон. Не могу дождаться. Я тоже не могу. Хорошо, дайте мне свои лучшие идеи. Мне не терпится рассказать об этом и привлечь больше людей к благотворительным покупкам. Урок 8. Открытие Трафальгарской площади. Привет, Анна. Вы знали, что Трафальгарская площадь в Лондоне была спроектирована одним архитектором? В самом деле, я этого не знал. Кто был архитектором, ответственным за весь макет? Здание парламента спроектировал сэр Чарльз Барри, тот же архитектор. Ух ты, это впечатляет. Я всегда думал, что Трафальгарская площадь — это просто совокупность различных элементов, собранных воедино. Нет, все это было спроектировано Барри как единое общественное пространство. Он даже сделал культовую колонну Нельсона центральным украшением. Это просто потрясающе. Интересно, что вдохновило его на создание дизайна. Что ж, Барри был известен своим неоклассическим стилем, поэтому он хотел создать величественную симметричную площадь, которая впечатлит посетителей. И в этом она, безусловно, преуспевает. Трафальгарская площадь — такое культовое и красивое место. Абсолютно. Он стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона, и все это благодаря видению одного блестящего архитектора. Это просто показывает, на что способен один творческий ум. Трафальгарская площадь — настоящее свидетельство таланта сэра Чарльза Барри. Определенно. Мне нравится открывать для себя такие архитектурные жемчужины и истории, лежащие в их основе. Я тоже. Когда вы знаете историю и дизайн этого места, вы цените это место намного больше. Именно так. Трафальгарская площадь теперь больше, чем просто туристическая достопримечательность, это произведение искусства. Не могу не согласиться с этим. Спасибо, что поделились этой интересной информацией, Джон. Мне очень приятно, Анна. Если вы захотите открыть для себя новые архитектурные чудеса Лондона, просто дайте мне знать. Урок 9. Уточнение маршрута. Привет, Анна. Я пытаюсь сузить маршрут поездки, но здесь есть на что посмотреть. У вас есть какие-нибудь советы? Абсолютно. Что вам больше всего интересно увидеть или сделать? Что ж, я хочу посетить все основные достопримечательности, но я также хочу найти скрытые сокровища и уникальные впечатления. В этом есть смысл. Проводили ли вы какое-либо исследование, чтобы понять, какие места стоит посетить? Да, я изучал этот вопрос, но там слишком много информации. Я немного ошеломлена. Я понимаю это чувство. Возможно, мы сможем работать вместе,
чтобы помочь вам расставить приоритеты и упорядочить ваши планы. Это было бы потрясающе. С чего вы предлагаете мне начать? Хорошо, давайте рассмотрим это шаг за шагом. Сначала составьте список из 5-10 лучших вещей, которые вы абсолютно не хотите пропустить. Хорошо, позвольте мне записать это. Лондонский Тауэр, Букингемский дворец и Британский музей определенно включены в мой список. Отличное начало. Что еще вы рассматриваете? Я также собирался отправиться в круиз по Темзе и посетить некоторые районы, такие как Сохо и Ковент-Гарден. Они звучат как фантастические дополнения. Они станут вашими якорями, и мы можем приступить к составлению остальной части вашего маршрута. Звучит неплохо. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по поиску скрытых сокровищ или уникальных впечатлений, на которые мне стоит обратить внимание? Абсолютно. Задумывались ли вы о том, чтобы посетить один из исторических пабов города или попробовать гастрономический тур? В моем переулке звучит гастрономический тур. Какие-нибудь конкретные из них вы бы посоветовали? Позвольте мне провести немного больше исследований, и я могу выслать вам несколько вариантов, соответствующих вашим интересам. Таким образом, мы действительно сможем превратить этот маршрут в Ты потрясающий лучшая, маршрут. Анна. Я очень благодарна за то, что вы нашли время помочь мне в этом. Конечно. Я с радостью протяну руку помощи. Просто пришлите мне список мест, которые стоит посетить, и я приду к работе. Сгодится. Это значительно упростит планирование. Еще раз спасибо. Урок 10. Обнаружение скрытых драгоценных камней. Привет, Анна. Во время поездки я собирался посетить блошиные рынки и антикварные магазины. Что скажешь? Это фантастическая идея. Блошиные рынки — отличный способ найти скрытые драгоценные камни и уникальные находки. Именно так. Знаешь, мне нравятся острые ощущения от охоты. Никогда не знаешь, на какие сокровища ты можешь наткнуться. Абсолютно. А в Лондоне одни из лучших блошиных рынков и антикварных магазинов в мире. Вы имеете в виду что-то конкретное? Пока нет, но я надеялся, что у вас есть рекомендации. Я хочу убедиться, что попал в нужное место. Конечно. Кэмден Маркет — это классика. Здесь есть все, от винтажной одежды до редких коллекционных предметов. Рынок Кэмден. Понял. Что еще мне стоит проверить? Портабелло-роуд в Ноттинг-Хилле — еще одна знаковая улица. Здесь представлен потрясающий выбор антиквариата и кирпичей. Дорога Портабелло. Отличная. Что-нибудь еще мне нужно добавить в список? Что ж, если вы действительно хотите найти скрытые сокровища, я бы посоветовал посетить несколько небольших и менее известных рынков. Например, что? У меня все уши. В Ислингтоне есть отличный небольшой блошиный рынок под названием Чипрл Маркет, где можно найти уникальные вещи. Рынок Чапел. Звучит прямо в моем переулке. Я обязательно добавлю это в свой список. Определенно так и есть. И не бойтесь немного сойти с проторенных троп. Никогда не знаешь, какие сокровища ты найдешь. Отличное замечание. Я буду непредвзято и буду исследовать все, что смогу.
Отлично! Уверен, вы отлично проведете время в поисках этих скрытых драгоценных камней. Не могу дождаться. Большое спасибо за отличные рекомендации, Анна. Ты спасатель. Рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы, когда вы доработаете маршрут посещения блошиного рынка. Сгодится. Это сделает мою поездку еще более особенной. Урок 11. Делимся рекомендациями по путешествиям. Привет, Анна. Я наткнулась на эту действительно классную фотовыставку, которая, думаю, тебе понравится. В самом деле, о чем идет речь? Я всегда в поиске новых впечатлений от искусства и культуры. Все дело в скрытой архитектуре Лондона. Фотограф запечатлел эти невероятные детали и ракурсы, которые вы обычно не замечаете. Увлекательно. Мне бы очень хотелось это проверить. Где проходит выставка? Она находится в этой небольшой галерее в Шордиче. Позже я могу отправить вам ссылку на подробности мероприятия. Шордич, да. Это такой оживленный и креативный район. Мне придется добавить это в свой список. Определенно. И пока вы будете в этом районе, вам также стоит посетить это замечательное маленькое кафе, которое я нашла. Новая рекомендация кафе. Скажи, я всегда ищу хороший кофе и выпечку. Она называется «Климпсон и сыновья». Они сами жарят бобы, и атмосфера здесь очень уютная и гостеприимная. Компания «Климпсон и сыновья». Поняла. Я тоже обязательно заеду туда. Спасибо за отличные советы, Джон. Конечно. Думаю, вам понравится открывать для себя некоторые из этих скрытых сокровищ. Абсолютно. Вы знаете, как мне нравится находить уникальные и неизведанные места. Вот почему я хотела поделиться ими с вами. Уверен, вам понравится и фотовыставка, и кафе. Не могу дождаться, когда смогу их посмотреть. Я расскажу вам, что думаю, когда у меня будет возможность приехать. Звучит неплохо, и я с радостью дам любые другие рекомендации, если они вам понадобятся. Это было бы замечательно. Уверен, ваши местные знания пригодятся мне при планировании оставшейся части маршрута. Определенно. Просто дайте мне знать, что еще вас интересует, и я сделаю все возможное, чтобы указать вам правильное направление. Сгодится. Я очень признателен, что вы нашли время поделиться со мной этими удивительными находками. С удовольствием. Я всегда рада помочь попутчику открыть для себя что-то новое и интересное. Ты лучший, Джон. Я с нетерпением жду возможности исследовать эти и другие места во время моей поездки. Отлично. Мне не терпится узнать все о ваших приключениях. Урок 12. Преодоление смены часовых поясов. Привет, Анна. Я хотела у тебя кое-что спросить. Как вы обычно справляетесь со сменой часовых поясов во время путешествий? Смена часовых поясов — проклятие существования каждого путешественника. Это может быть такая борьба, не так ли? Расскажите мне об этом. Я только что вернулся из долгой поездки и до сих пор чувствую себя полностью измотанной. Да, похоже на смену часовых поясов.
У меня оно тоже есть после моего последнего перелета за границу. Это самое худшее. Ух, я знаю. Есть ли у вас какие-либо советы, как быстрее справиться с этим? Я отчаянно пытаюсь вернуться к нормальному режиму сна. Что ж, есть несколько вещей, которые работали для меня в прошлом. Прежде всего, постарайтесь как можно быстрее адаптироваться к новому часовому поясу. Хорошо. Что именно вы под этим подразумеваете? Как только вы приземлитесь, начните менять свой распорядок дня в соответствии с местным временем. Ложитесь спать и просыпайтесь в подходящее время. Ах, понятно. В этом есть смысл. Если вы ложитесь спать допоздна и спите, вы только усугубляете смену часовых поясов. Не так ли? Именно так. Все дело в том, чтобы тренировать тело к акклиматизации. Также ешьте в нужное время. Понял. Что еще вы бы порекомендовали? Предотвращение гидратации и выполнение легких упражнений также могут помочь в борьбе с сменой часовых поясов. Даже короткая прогулка может изменить ситуацию к лучшему. Увлажнение и физические упражнения– хорошие решения. Что-нибудь еще мне следует иметь в виду? Последний совет. Постарайтесь ограничить потребление кофеина и алкоголя. Это может нарушить ваш сон и затянуть смену часовых поясов. Уф, это будет непросто. Но я сделаю все возможное, чтобы последовать всем твоим советам. Надеюсь, это поможет мне вернуться в нужное русло. Уверен, что так и будет. Просто наберитесь терпения и прислушайтесь к своему телу. Смена часовых поясов может быть непростой задачей, но она пройдет. Спасибо за советы, Анна. Приятно знать, что я не одинока в этой борьбе. Абсолютно. Мы, опытные путешественники, должны держаться вместе. Сообщите мне, подходит ли вам средство от смены часовых поясов. Сгодится. Еще раз спасибо, вы спасатель. Рады помочь. Желаю вам скорейшего выздоровления от смены часовых поясов. Приятного вам возвращения к привычному образу жизни. Спасибо, я сделаю все, что в моих силах. Скоро с вами поговорю. Урок 13. Переход на органическую продукцию. На самом деле, да, в последнее время я хочу перейти на более органические бренды. Что вы об этом думаете? Ах, органическое движение в последнее время действительно набирает обороты, не так ли? Думаю, это отличный выбор. Да, мне интересно узнать больше о преимуществах. Почему вы решили пойти по пути органического производства? Что ж, для меня главным образом речь шла о том, чтобы уменьшить воздействие всех агрессивных химических веществ и добавок, содержащихся в обычных продуктах. В этом есть смысл. Я слышал, что органические продукты также могут быть полезны для окружающей среды. Вы это заметили? Определенно. Методы органического земледелия, как правило, гораздо более устойчивы и экологичны. От этого выигрывают все. Интересно. А как насчет стоимости? Разве органические продукты обычно не дороже? Вы правы, цена может быть выше, но я думаю, что оно того стоит из-за качества и душевного спокойствия. Хм, это хорошее замечание. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску доступных органических продуктов? Абсолютно. Покупки на фермерских рынках, вступление в CSA и поиск экологически чистых продуктов под торговыми марками помогут снизить затраты.
Ах, мне нужно будет проверить эти варианты. А чем еще мне следует помнить при переходе на другую работу? Что ж, будьте готовы к тому, что вкусы и текстуры будут немного отличаться от тех, к которым вы привыкли. Например, органические продукты часто имеют более насыщенный вкус. Приятно знать. Мне придется немного скорректировать вкус. Еще какие-нибудь советы перед тем, как погрузиться в воду? Просто делайте это шаг за шагом. Не думайте, что вам придется менять весь свой образ жизни в одночасье. Важнейшее значение имеют детские шаги. Это доставляет облегчение. Я не хочу ошеломляться и сдаваться. Постепенные изменения, похоже, верны. Именно так. Просто сначала сосредоточьтесь на замене одного или двух наиболее часто используемых продуктов. Оттуда наращивайте обороты. Похоже на план. Спасибо за все полезные советы, Анна. Я чувствую себя гораздо более информированной и готовой перейти на экологически чистые продукты. Я рада, что смогла поделиться полезной информацией. Расскажите мне, как все пойдет, когда начнете переход. Сгодится. Спасибо, что вы нашли время рассказать мне об этом. Это большое изменение, но я с радостью попробую. Это замечательно, Джон. Уверен, вы будете рады, что сделали это. Желаю вам удачи в вашем органическом путешествии. Спасибо, я уверена, что смогу. Хорошо, пора пойти в магазин и начать запасаться. Урок 14. Эволюция джаза. Привет, Анна. Знаете ли вы, что к началу 20 века полностью развитую форму джаза называли блюзом? Интересно, что я и не подозревал, что блюз считается ранней формой джаза. Не могли бы вы подробнее рассказать мне об истоках и эволюции джаза? Абсолютно. Истоки джаза уходят в конец XIX века в афроамериканских общинах, особенно в Новом Орлеане. Новый Орлеан, да. Что там происходило, что привело к рождению этого нового музыкального жанра? Что ж, город был смесью культур. На вас повлияли рэктайм, госпел, блюз и даже карибская музыка. Ух ты, должно быть, это создало этот невероятно яркий и уникальный звук. Как развивался джаз, зародившийся в раннем Новом Орлеане. По мере распространения джаза в других городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк, он начал развиваться и диверсифицироваться. Возникли различные поджанры, такие как свинг, бибоп и крутой джаз. Увлекательно. У каждого из них, должно быть, были свои собственные стили и инструменты. В чем заключались ключевые различия? Например, свинг славился своими живыми танцевальными ритмами и звучанием биг-бендов. С другой стороны, бибоп был более сложным и импровизационным. Ах да, я могу себе представить разницу в энергии и общей атмосфере между этими двумя стилями. А как же крутой джаз? Как он вписался в эволюцию? Кул-джаз появился в 1950-х годах как более сдержанный и утонченный аналог бибопа. Он носил более интроспективный и атмосферный характер. Хм, это действительно интересно. Удивительно видеть, как джаз на протяжении десятилетий постоянно менялся и развивался в новых направлениях. Абсолютно. У джаза такая богатая и увлекательная история. Это один из поистине великих видов американского искусства.
Я полностью согласен. Проследить эволюцию джаза все равно, что отправиться в путешествие по музыке и культуре 20 века. Это бесконечно увлекательно. Определенно. Я мог бы говорить на эту тему часами. Здесь так много глубины и нюансов, которые нужно исследовать. Что ж, вы, безусловно, вызвали мое любопытство. Мне нужно будет провести еще несколько исследований по истории джаза. Спасибо за прекрасный обзор, Джон. С удовольствием. Я всегда рада поделиться своей любовью к музыке, особенно когда речь идет о невероятном джазовом артистизме. Скажу, твоя страсть к этой теме очень сильна. Я с нетерпением жду возможности глубже погрузиться в это невероятное музыкальное наследие. Отлично. Дайте мне знать, если вы захотите продолжить обсуждение джаза. Я был бы более чем рад пообщаться с вами на эту тему. Вы можете на это рассчитывать. Благодаря этой познавательной беседе у меня появился новый поклонник джаза. Замечательно. Я рада, что смогла заинтересовать вас этим поистине замечательным и вечным жанром музыки. Урок 15. Предвидение потребностей гостей. Конечно, я сейчас же принесу в вашу комнату дополнительное одеяло. Могу ли я еще чем-нибудь сделать ваше пребывание более комфортным? Это так заботливо с вашей стороны. Спасибо. На самом деле, в комнате немного прохладно. Можно ли также отрегулировать термостат? Абсолютно без проблем. Позвольте мне позаботиться об этом для вас прямо сейчас. Мы хотим, чтобы вам было уютно и тепло. Я очень ценю твою внимательность. Это уже имеет большое значение. И будет ли хорошо, если завтра я закажу позже оформить заказ? Конечно, мы будем рады организовать для вас более поздний заказ. Просто позвольте мне записать это в системе. Замечательно, спасибо. У меня раннее собрание утром, так что дополнительное время будет очень кстати. Отлично, я рада, что смогла помочь с этим. Что еще я могу сделать, чтобы сделать ваше пребывание более приятным? Дай мне подумать. Можно ли иметь в комнате небольшой холодильник? У меня есть остатки еды, которые я бы хотел оставить в охлажденном виде. Безусловно, мы можем доставить мини-холодильник в ваш номер прямо сейчас. Что-нибудь еще? Думаю, на этом пока хватит. Спасибо большое. Я очень восхищаюсь вашим активным и внимательным обслуживанием. Мне очень приятно, мэм. Обеспечение исключительных впечатлений гостей – наш главный приоритет. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте мне знать, если я могу еще чем-нибудь заняться. Я так и сделаю, спасибо. Благодаря вашему чудесному гостеприимству я уже чувствую себя как дома. Я так рада это слышать. Наслаждайтесь отдыхом и дайте мне знать, могу ли я вам чем-нибудь еще помочь. Сгодится. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, чтобы удовлетворить мои потребности. Все зависит от этого. Вот для чего мы здесь. Я рад, что смог помочь сделать ваше пребывание более комфортным и приятным. Замечательно. Я обязательно оставлю блестящий отзыв о вашем исключительном сервисе. Спасибо, мэм, очень любезно с вашей стороны.
Я с нетерпением жду возможности и дальше предоставлять вам отличные впечатления. Не сомневаюсь, что вы это сделаете. Я в надежных руках. Еще раз спасибо и хорошего отдыха. Мы вам очень рады. Надеюсь, у вас тоже будет прекрасный день. Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь заняться. Урок 16. Эффективное выполнение поручений. Привет, Анна. Не могли бы вы также выпить немного молока, пока вас нет дома? Конечно. Какой-нибудь конкретный тип или бренд вы хотите, чтобы я выбрал? Хм, просто обычное цельное молоко было бы замечательно. Может, возьмите полгаллона, если оно у них есть. Цельное молоко. Понял. Я тоже буду следить за большим размером. Что-нибудь еще мне нужно добавить в список. Что ж, раз уж вы идете в магазин, не могли бы вы тоже взять буханку хлеба? Подойдет только стандартный белый или пшеничный. Безусловно. Хлеб есть в списке. Цельное молоко и буханка хлеба. Я обязательно заберу их. Замечательно, ты спасатель. Я очень признателен, что вы нашли время выполнить эти поручения для меня. Совсем без проблем. Я с радостью помогу. Тебе еще что-нибудь нужно, прежде чем я поеду в магазин? Дайте мне подумать. А если у них есть свежие фрукты, может, возьмите несколько яблок или бананов. Они отлично подойдут для перекусов. Отличная идея. Яблоки или бананы. Я выберу самые разные. Хочешь чего-нибудь особенного или просто хорошего? Я бы посоветовал выбрать то, что выглядит самым свежим и спелым. Мне нравятся яблоки или бананы. Вы поняли. Молоко, хлеб и свежие фрукты. Я обязательно заберу все самое необходимое. Тебе нужно, чтобы я вернулся в какое-то время. Не спешите, не торопитесь. Может быть, в ближайшие 30-45 минут, если это сработает для вас. Отлично. У меня много времени. Я обязательно найду все, что есть в списке, и вернусь раньше, чем вы это заметите. Отлично, ты лучший. Я очень признателен, что ты позаботился об этом для меня. Это огромная помощь. Конечно, я с радостью протяну руку помощи. Хорошо, я иду в магазин. Увидимся чуть позже с товарами. Звучит неплохо. Еще раз спасибо, Анна. Пока тебя не будет, я займусь другими делами. Похоже на план. Я сделаю все быстро, чтобы вы могли заняться остальным списком. Скоро увидимся. Жду этого с нетерпением. Удачного путешествия и увидимся, когда вы вернетесь. Урок 17. Поощрение фитнес-привычек. Подойдет и продолжайте в том же духе, как и ваш беговой режим. Спасибо, Джон. Было очень приятно этим заниматься. Я чувствую себя здоровее и энергичнее, чем когда-либо. Приятно это слышать. Последовательные физические упражнения действительно могут иметь огромное значение как в физическом, так и в умственном плане. Абсолютно. Я заметила такое улучшение настроения и общего самочувствия. Определенно. Удивительно, как небольшая ежедневная активность может оказать такое глубокое влияние.
Именно так. И я тоже стараюсь все перепутать. Например, пару раз в неделю добавлять силовые тренировки. Приятно, что разнообразить свой распорядок дня – отличный способ сохранить интерес и нацелиться на разные группы мышц. Определенно. Я считаю, что кросс-тренинг помогает избавиться от скуки и помогает моему телу тренироваться. Это разумный подход. Разнообразие играет ключевую роль в поддержании устойчивого фитнес-режима. Полностью. И вы знаете, я даже начала искать интересные групповые занятия. Групповые занятия могут быть отличным способом сохранить мотивацию и немного пообщаться. Именно так. Я подумываю попробовать занятия спиннингом или, может быть, даже танцевальную тренировку. Потрясающе! Они звучат очень весело. Групповые занятия действительно могут привнести в вашу рутину немного удовольствия. Я очень рад попробовать их. Это будет приятная смена темпа по сравнению с моими одиночными забегами. Конечно. И знаете, если вам когда-нибудь понадобится напарник по тренировкам, я буду рад присоединиться к вам. А, это было бы замечательно. Мне бы понравилась компания и подотчетность. Определенно. Мы могли бы мотивировать друг друга и сделать это веселым социальным занятием. Звучит отлично. Я дам вам знать, когда запишусь на урок, и вы сможете присоединиться ко мне. Отлично. Не могу дождаться. Будет здорово вместе привести себя в форму.